Всем привет! Сегодня я покажу вам топ-6 самых безумных, масштабных и уникальных мест, которые можно найти только здесь, в Арабских Эмиратах. Не в Лос-Анджелесе, не в Токио, не в Сингапуре. Только здесь и нигде больше. Мы с вами спустимся в самый глубокий бассейн в мире, где скрыт подводный город. Поднимемся на самое высокое колесо обозрения на планете, прокатимся на самой быстрой американской горке. Она разгоняется до 240 км в час. И даже пролетим на зиплайне над городом, как супергерои. Некоторые из этих мест я посещу впервые. Где-то мне будет страшно. Я уже оттягивала его как могла. Пришло время идет. Где-то захватывающе, а где-то я просто выйду из своей зоны комфорта ради красивого кадра и ваших эмоций. А я иду сейчас в самый страшный бассейн в мире. Обещаю, будет интересно, весело и очень по-дубайски. Поэтому прямо сейчас нажмите на кнопку «Подписаться», чтобы не пропускать видео про самые роскошные и неожиданные места Ближнего Востока. Ну что, а мы начинаем прямо сейчас. Боже мой, друзья, на что я подписалась? Я иду сейчас в самый страшный бассейн в мире. Первое место – Deep Dive Dubai. Самый глубокий и самый страшный бассейн в мире. Да-да, в мире. Не в Дубае, не в Арабских Эмиратах, а на всей планете. И вот парадокс. Я не умею плавать. Но ради необычных ощущений и контента я все-таки решила это сделать. Бассейн Deep Dive Dubai уходит на 60 метров вглубь. Это как 20-этажный дом. Построили его совсем недавно, в 2021 году, и сразу же занесли в Книгу рекордов Гиннесса, потому что еще никто на планете не решался сделать такую бездну в закрытом помещении. Но что самое удивительное, это не просто глубокий бассейн, это реально погружение в другой мир. Здесь построили целый подводный город. Как в дорогом отеле, слушайте, прям тут душевые, смотрите, какие космические просто. Реально, как будто ты в космос отправляешься. Такая модная тут раздевалка. Ну что, друзья, вот мне выдали вот такой костюмчик, смотрите. Я сейчас буду в нем нырять. Красивенький, черненький, облегающий. Жарко в нем, правда, сейчас. Но в бассейне будет в самый раз. Ну все, ребят, этот момент настал. Сейчас момент погружения. Я уже оттягивала его как могла, но нет, пришло время идет. Меня ждет инструктор, поэтому пойдемте. Будем наблюдать, как я буду, надеюсь, не тонуть. Внутри бассейна поддерживается температура 30 градусов, то есть там всегда комфортно даже без гидрокостюма. It's 30? Really? А еще на случай ЧП здесь стоят более 50 камер видеонаблюдения. Ну а я надеюсь, что ЧП все-таки сегодня не будет. Меня сегодня сопровождает инструктор, потому что, как я уже говорила, плавать я не умею. Интересно, что когда ты погружаешься внутрь, ты чувствуешь себя просто в космосе. Здесь даже играет легкая, приятная музыка, которую вы почему-то слышите только в воде. Очень неожиданно было увидеть там затонувшую машину, бильярд, библиотеку и даже подводный туалет. Все это можно увидеть, если ты готов погрузиться на глубину. Хотя, если честно, мне уже просто страшно стоять рядом. И, кстати, тут нет хлорки. Воду очищают с помощью фильтров и озона, так что все супер экологично. Объем воды здесь, представляете, 14 миллионов литров. Это почти в 6 раз больше, чем в Олимпийском бассейне. Представьте, что вы умеете летать, и вот так в какой-то момент вы просто решили зависнуть над пропастью. Время течет по-другому, и тебе кажется, будто ты находишься в каком-то сне. Так как я новичок, погружаться на большую глубину я, к сожалению, не могу. Но я обратила внимание, что другие посетители проводят под водой довольно много времени. Они играют там в игры и даже общаются между собой жестами. Честно говоря, 1,5 часа пролетели для меня как 15 минут. Я это сделала, ребята. Может, это так странно. Мне даже понравилось. Я реально повторила бы это еще раз.
Я просто не знаю, как передать вам весь спектр эмоций. Просто безумно интересно. Столько интересных вещей происходит под водой. Там много людей на самом деле в этом бассейне купается на разных уровнях. Кто-то уже может позволить себе окунуться очень глубоко на самое дно, кто-то буквально вот на самой поверхности плавает, как я. И поверьте, даже это просто безумно интересно, когда ты новичок, просто увидеть такой удивительный бассейн. В какой-то момент ты просто забываешь, что ты находишься под водой. Просто космос какой-то, я точно хочу попробовать еще раз. Я просто реально не ожидала, что мне такое будет интересно. Точно стоит попробовать такой экспириенс в Дубае. Пришло время показать следующее место. И это Эйн Дубай, самое высокое колесо обозрения в мире. Переводится как «Глаз Дубая». Находится оно на известном туристическом острове Blue Waters. И знаете, что особенно круто? Оно было закрыто почти 2 года, и вот сегодня день его повторного открытия. Слушайте, кабиночки такие полупустые. Сейчас фактически в первый день открытия. Еще мало кто знает, что оно открылось, поэтому людей еще немного. Хотя, конечно, очереди здесь будут дикие, я вам гарантирую. Когда ты смотришь на это колесо снизу, у тебя начинают трястись коленки. 250 метров высоты. Это в 2 раза выше колеса London Eye. И это просто монстр. Каждая кабинка – это панорамная капсула с климат-контролем, стеклянными стенами, и туда помещается до 40 человек. Некоторые капсулы даже можно арендовать для частных вечеринок, свадеб и ужинов на высоте. Кстати, вот эта кабинка, которая перед нами, если вы обратите внимание, там барная стойка. И это именно так выглядит VIP-кабинка. Вы можете себе там даже бармена взять, который будет вам напитки делать. Вот такая вот VIP-кабинка, но, как видите, она пустая. Пока что там никого нет. Весь круг длится почти 40 минут. Отсюда видно искусственный остров де Палм Джумейра. Видно GBR весь, отель Адрес, вот такой вот с дыркой, который башни Дубай-Марины видны. И, конечно же, искусственный остров Пальма. Вот, видите, его такие листики пальмы. Смотрите, как красиво на воде следы от различных лодок. Кстати, остров, на котором находится колесо, Blue Waters, это тоже искусственный остров. Несмотря на то, что Дубай это пустыня и здесь хватает песка, обычный пустынный песок здесь не подходит. Все потому, что он очень мелкий и сыпучий. Поэтому, чтобы построить эти искусственные острова, использовали специальный крупнозернистый песок со дна моря. В кабинке открывается панорама 360 градусов на весь Дубай. Колесо крутится очень медленно и спокойно, как будто ты паришь в воздухе. Кстати, интересный факт. На строительство колеса ушло 9000 тонн стали. Это больше, чем использовали для Эйфелевой башни и статуи Свободы вместе взятых. Каждый элемент колеса собран с ювелирной точностью, потому что любое отклонение и вся конструкция пошла бы по швам. А это район Дубай-Марина. Его начали строить еще в 2003 году, а первые здания и инфраструктура появились в 2007. Именно здесь находится одно из самых популярных и экстремальных развлечений в Арабских Эмиратах. И это Дубай-Марина Зиплайн, самый длинный городской зиплайн в мире. Не путайте его с самым длинным зиплайном в Рас-Аль-Хайме, это именно городской зиплайн, который проходит над небоскребами. Сначала вы приезжаете в Марина Молл, оставляете там свои вещи и вас на машине забирают в другое место в 10 минутах от молла.
Здесь вы поднимаетесь на высоту 170 метров. Уже на крыше небоскреба вам выдают шлем, к которому прикреплена камера GoPro. Когда я осознала, что буду лететь не сидя, а лицом вниз, вот здесь мне стало очень страшно и захотелось в уборную. Стынет кровь в жилах. Но оказалось, что на крыше ее нет, и поэтому путь был только один – лететь обратно в мол. Вдох, выдох, поехали! Пролетать над красивейшей Дубай-Мариной, когда под тобой яхты, улицы, кафе, толпы людей – это просто сумасшествие. И это все на скорости почти 80 км в час. Интересно, что длина трассы 1 километр, а полет занимает примерно 60 секунд. Уже к середине пути ты начинаешь привыкать и перестаешь испытывать страх. Кстати, очень круто, что есть такая опция съемки на камеру, и ты можешь потом пересмотреть это видео и пережить эмоции снова и снова. Однозначно могу сказать, оно того стоило. Следующее необычное развлечение в Арабских Эмиратах – это Формула Росса, самая быстрая горка в мире. Находится она в Абу-Даби, на острове Яс-Айленд, в легендарном парке развлечений Ferrari World. На вид вроде обычная американская горка, но поверьте, это обманчиво. Здесь вы достигнете скорость 240 км в час и разгон за 4,9 секунды. Сама горка почти 2 км длиной, и построена она по мотивам реальной гоночной трассы Ferrari. Перегрузка до 4,8 G. Это больше, чем испытывают пилоты самолетов. Это действительно самая сумасшедшая горка на планете. И если вы хотите почувствовать, что такое настоящая скорость, вам точно сюда. Знаете, что лучше не приходить сюда с красивой укладкой и в шлепках. И, конечно, помните, что прокатиться на ней можно только если ваш рост выше 140 сантиметров. Кстати, билеты на все развлечения в Арабских Эмиратах рекомендую покупать в Туристино. Все потому, что в Туристино можно купить любой билет дешевле, чем в кассе. Ну а следующее рекордное место находится совсем рядом, буквально через дорогу от Ferrari парка. И это самый большой аквариум в мире в парке SeaWorld Абу-Даби. Здесь находится 25 миллионов литров воды. Это настоящий рекорд. До этого было больше только в Китае. По-моему, 23 миллиона литров, если не ошибаюсь. Сейчас 25 миллионов литров. Это здесь, в Абу-Даби. Кстати говоря, находится здесь 68 тысяч различных животных. Это тот редкий парк, в котором можно и посмотреть на животных, и прокатиться на американских горках. Это не просто аттракцион, это одновременно и шоу, и наука, и вдохновение. Лично я, когда приезжаю сюда, чувствую себя 5-летним ребенком, поэтому даже взрослым здесь будет вау. Кстати, обычно в этот парк покупают комбо-билет и посещают сначала парк SeaWorld, а затем идут в Ferrari World.
Такой комбо-билет получается гораздо выгоднее, чем покупать билеты в 2 разных парка отдельно. Такой комбо-билет в 2 парка дешевле, чем в кассе, также можно купить на сайте компании Туристина. Ссылку на Туристина оставляю в описании. Следующее место – это, конечно, рекорд всех рекордов. Настоящая заветная мечта Дубая, в которую мало кто верил. И самое главное, так и никто не смог повторить. Это самая высокая башня в мире – Бурдж-Халифа. Строили ее всего 6 лет, с 2004 по 2010 год, и она до сих пор самое высокое здание в мире. Внутри здесь настоящий огромный город. Здесь есть отель от Армани, офисы, апартаменты, рестораны и даже вход в Дубай Молл. Всего здесь 163 этажа, а высота 828 метров. Интересно, что для того, чтобы выдержать такую большую конструкцию, в фундаменте Бурдж-Халифы внедрены 192 сваи глубиной более 50 метров. Кстати, здесь также находится самый быстрый лифт в мире, который поднимается со скоростью 10 метров в секунду. Уши закладывает прямо как в самолете. С высоты видно весь Дубай, море, пустыню, и самое интересное – это то самое уникальное место, где можно увидеть закат 2 раза. Да, увидеть закат 2 раза за один день абсолютно реально. Если уже догадались, как это сделать, напишите в комментариях. На этом канале я показываю только самое полезное и интересное про свою жизнь и отдых в Арабских Эмиратах. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, ведь это действительно очень помогает продвижению моего канала. До встречи в следующем видео, ну или в Арабских Эмиратах.